Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу модную и стильную сумку, форма которой полностью зависит от использованной мной фурнитуры. Набор фурнитуры состоит из двух боковых донышек круглой формы, плечевого ремня и молнии. Вязать изделие я буду из полиэфирного шнура 5 мм. Мой шнур карамель. Характеристики нити: в 200 метрах 500 грамм нити. Цвет маффин. Этот цвет шнура точно попадает в цвет от строчки по фурнитуре. Сочетание контрастное, но очень красивое. Изделие можно выполнить также в монохроме или в более контрастном черном оттенке фурнитуры. Будет смотреться здорово и очень ярко. Я остановилась на коричневом цвете и полиэфирном шнуре. Узор, которым я буду вязать изделие, очень простой и понятный. Использовать буду набор крючков. Основное полотно вяжется крючком 5 мм, вспомогательный 3,5 мм. Головка вспомогательного крючка должна хорошо проходить по отверстиям по фурнитуре. Молния длиной 25 сантиметров, то есть сумочка максимального размера в шириной может быть 25 сантиметров с учетом боковин или меньше. То есть молнию мы можем использовать не полностью, на ваше усмотрение. Сумочка может выглядеть как бочонок, более короткий вариант или более длинный. Также в это изделие здорово будет смотреться более плотный узор или более воздушный, на ваш выбор. Все необходимые ссылки я оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Начинаю с обвязки детали. Заготовка имеет 36 отверстий. Мне необходимо сделать добавление так, чтобы петель было 45. 45 минус 36, 9 точек с добавлениями. Вставляю крючок в первое отверстие, оно может быть в любой точке по кругу. Вытягиваю петлю, здесь оставляю небольшой запас, около 10 сантиметров. И начинаю с декоративной обвязки с соединительными стежками петля в петлю. В каждую точку вставляю крючок, вытягиваю петлю и провязываю соединительную. Так по кругу. У меня остается последняя точка. Я вставляю крючок в нее и подхватываю тот хвостик начала, который остался от мотка. Вытягиваю его полностью. И с помощью него делаю соединение. Под первую петлю увожу конец туда и возвращаю его в исходную точку. Он оказывается на изнанке. Готово. Теперь с помощью рабочей нити, вставляя крючок в каждую точку, мне нужно сделать 9 добавлений в круг. Получается в каждое четвертое отверстие. Первая петля, вторая петля. Здесь можно уже сделать первую добавку. Первая петля в одну точку и в эту же точку второй столбик. Готово. Следующие 3 точки без добавления. Первая, вторая, третья. На четвертую провязываю 2 столбика в одно отверстие. Первый и сюда же второй. Готово. Так по кругу. Еще раз повторюсь, в каждое четвертое отверстие я провязываю сразу 2 столбика. К концу ряда должно получиться 45 столбиков. Если вы вяжете из такой же пряжи, как и у меня, ориентируйтесь на мой расчет. Если нет, вам нужно адаптировать пряжу под объем заготовки, сделав расчет по плотности вязания. У меня сейчас последнее добавление. Провязываю 2 столбика в одну точку. Первый, сюда же второй. Последняя точка круга, тоже столбик.
Здесь сейчас можно укоротить нить и сделать соединение по аналогии, как я делала при обвязке. Обращаю ваше внимание, что между первым добавлением и последним у меня получается также 3 столбика. Вытягиваю нить полностью, провожу ее под первую кромочную косу и возвращаю в исходную точку, на изнанку. Здесь сейчас край нити можно спрятать под обвязку, чтобы заготовка была готова к работе. Готово. То же самое делаю и со второй деталью. Набирая ряд для вязания основного полотна сумки, я буду ориентироваться на этот обхват. Здесь у меня 45 петель. Если представить, как это будет выглядеть, здесь будет закреплена молния и здесь все остальное вязаное полотно. Вот сейчас мне нужно будет набрать петель, которые по длине будут соответствовать вот этой части изделия. Можно замерить обхват. Здесь по обхвату у меня получается 42 сантиметра. Здесь. И, соответственно, восстанавливаю длину с этой стороны. Да, 42 сантиметра. Вот мне необходимо полотно, по одному краю которого будет 42 сантиметра минус 4 на толщину молнии. Соответственно, полотно под молнию мне не нужно, оно пришьется стык в стык тамбурным швом. Так как плотность узора моя съеживается, я накидываю 10%. Вот у меня 45 петель в круг. Плюс 10% получается около 50 петель. Сейчас мне нужно набрать для вязания моего узора. От мотка крючком номер 5 я создаю цепочку из воздушных петель. 45 плюс 10% набираю 50 воздушных петель плюс 1 петля на петлю подъема для первого ряда. 49, 50, 51. Если у вас другой материал, просто ориентируйтесь на то, что количество петель для этого узора должно быть четным. Плюс 1 петля на подъем. Итак, подъемную петлю я пропускаю. Далее пропускаю еще одну точку. Вставлять крючок буду в заднюю перемычку. И в третью точку от крючка вставляю крючок в заднюю перемычку. И провязываю столбик без накида. Теперь мне нужно вернуться во вторую точку, во вторую петлю от крючка и провязать столбик без накида. Нахожу эту точку, вытягиваю нить, провязываю столбик. Готово. Далее повторяется то же самое. Первая точка, вставляю во вторую, провязываю столбик. Теперь возвращаюсь в первую, провязываю столбик. Таким образом, этот узор немножко стягивает полотно. Именно для этого я и добавляла 10% на эту усадку. Далее вторая точка от крючка, столбик без накида. И возвращаюсь в первую точку от крючка, провязываю столбик без накида. Полотно вяжется столбиками без накида. Порядок столбиков попарный, они просто перекрещены. Пропускаю столбик. Таким образом, на 50 воздушных петель у меня будет 50 столбиков. Так я вяжу до конца ряда. У меня последняя пара столбиков, провязываю последнюю точку и возвращаюсь в предыдущую точку. Ряд завершился. Буду вязать поворотными рядами. Петля подъема, переворачиваю полотно. Здесь то же самое. Я пропускаю петлю подъема, она первая.
вторую точку пропускаю по узору, в третью точку за обе дужки вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Теперь возвращаюсь во вторую точку за обе дужки, столбик без накида. Готово. Далее то же самое. Пропускаю текущую точку, во вторую точку от крючка провязываю столбик, возвращаюсь в первую точку от крючка, провязываю столбик. Так далее. Узор не меняется на протяжении вязания всей этой детали. Ряд за рядом поворотными рядами навязываю необходимую длину. Еще раз акцентирую ваше внимание, вот этот размер заготовки, у меня 38 сантиметров, должен соответствовать обхвату этой детали. Здесь у меня точно так же 38 сантиметров плюс ширина молнии. Напоминаю, здесь у меня впишется еще молния. У меня провязано 25 рядов, что полностью соответствует 25 сантиметрам и размеру молнии. По молнии 26 отверстий. Здесь у меня так и сохранилось около 38 сантиметров. Теперь я, не прерывая нити, перехожу на обвязку этого края. Еще раз, сумочка сформируется таким образом, что по краям будет вшита молния. Вот сейчас я обрабатываю край для того, чтобы пришить молнию. Мне нужно образовать напротив каждого ряда из 25 столбик без накида. Здесь один столбик добавится, у меня будет 26 петель обвязки и 26 отверстий, по которым будет пришиваться молния. Здесь для того, чтобы перейти на боковой ряд, я вкалываю крючок еще раз в ту же самую угловую последнюю точку и провязываю столбик без накида. Далее перехожу и напротив каждого ряда вкалываю крючок и провязываю столбик без накида. Ряды чередуются, один прямой, один обратный, поэтому места входа крючка тоже чередуются. Раз это уголок, раз это провал. Уголок, провал. То есть, соответственно, я этим обвязочным рядом еще и выравниваю край. 25 столбиков провязано, и в угловую точку приходится 26 столбик. Готово. Теперь сейчас, не прерывая нити, я продолжаю обвязку и привязываю обвязкой первую боковую деталь. Здесь, соответственно, я нахожу центральную петлю, она вот она. Не затрагиваю одну петлю слева и одну петлю справа. Вынимаю здесь крючок. Вот эти 1, 2, 3 петли не трогаю. Следующая петля, и справа от нее вставляю крючок. Здесь подхватываю петлю окончания вязания, хорошенько подтягиваю рабочую нить. И здесь сейчас мне нужно протянуть эту петлю в намеченную точку. Готово. Далее я буду вставлять крючок в каждую кромочную косу по круглой детали и почти в каждую по большой прямоугольной детали. Напоминаю, здесь у меня 50 петель, здесь у меня 45 петель минус 3, которые я оставила для молнии, то есть 42 петли. Разница 8 петель. Вот 8 раз по этой длинной стороне я пропущу петлю. Примерно на одинаковом расстоянии. 50 на 8 ровно не делится. Каждую шестую и седьмую петлю мне нужно пропустить. Как я это делаю? Вот следующая точка здесь, следующая точка здесь. Также за обе дужки подхватываю и одну, и вторую петлю. Соединительная. Следующая точка здесь, следующая здесь. Соединительная. Так, точка за точкой уже у меня провязано 4 стежка.
1, 2, 3, 4. Вот следующий стежок я вставляю в текущую по круглой детали, я не пропускаю. А здесь по длинному краю прямоугольной детали пропускаю эту точку и вставляю крючок в следующую. Вот первая точка из 8 у меня пропущена. Чтобы одна деталь идеально подошла к другой, 8 раз мне нужно пропустить точку по прямоугольному краю. Чтобы это было аккуратно, равномерно и деталь вписалась гармонично и одинаково. Продолжаю стежок за стежком, пока не окажусь в этой точке. И пропустив намеченные точки, здесь у меня совпадает петля в петлю. Не задействованные остаются 3 центральных. Кромка, кромка, соединительная, кромка, кромка, соединительная и последняя точка соединительная. Здесь для симметрии, не прерывая нити, я провязываю в угол еще один столбик и перехожу к обвязке этого края, точно так же, как и здесь. Напротив каждого ряда формирую один столбик. Вот примерно так же 26 петель у меня должно получиться и по этой стороне. Здесь последняя 25 и в угол приходится 26 петля. Вынимаю крючок, здесь отступаю то же самое, 3 петли, вставляю крючок в намеченную точку, подхватываю петлю, вывожу на лицо и далее начинаю пришивать детали тем же самым способом. Напоминаю, здесь у меня 8 точек равномерно, нужно пропустить, чтобы деталь одна подошла к другой. Здесь у меня последняя точка, соединительная. Меняю крючок на более тонкий. Сейчас перехожу к вшиванию молнии. Завожу ее под низ, вшивать буду в эти кромочные точки. Напоминаю, у меня совпадает количество точек с количеством отверстий. Здесь 26 петель и здесь 26 петель. Соответственно, не прерывая нити, сейчас делаю так, чтобы было удобно. Можно немножко расстегнуть. Подхватываю рабочую нить и ту же самую соединительную. Готово. Следующая точка, следующее отверстие, соединительное. Стараюсь не затянуть крючок меньше, чем обычно, чтобы размер стежков был же тот же самый, что при всем вязании. Здесь получается последняя точка по полотну и по молнии. Хвостик можно спрятать. И перехожу по боковой части с помощью обвязки на противоположную сторону. Также не прерываю нить. Вот в эти отверстия прохожу соединительными. В стороне остается молния. Еще одна точка. Здесь. Здесь получается завершенный аккуратный край. Подтягиваю сюда. С этой стороны можно расстегнуть молнию для удобства. Прохожу соединительную в основание. И следующая точка уже подхватывает и молнию тоже. Завершаю соединительные до этой точки. Здесь у меня последний стежок соединительный. И точно так же для симметрии перехожу на боковую часть. Соединительными здесь для завершения. Далее укорачиваю нить с небольшим запасом.
Вытягиваю ее полностью и здесь провожу соединение с первым стежком, который идет по круглой детали, и возвращаю в исходную. Этот край прячу на изнанке. Сумка получилась очень яркая и вместительная. Сюда можно вшить подкладку или добавить вкладыш-органайзер. Они бывают разных размеров и форм. Сейчас очень популярны. При этом их можно использовать далее и в другое изделие. Сумочка стильная, необычная. Повторюсь, будет здорово смотреться в узоре более плотном или более воздушном. Будет вести немножко себя по-разному, как модель. Ремень необычный, яркий и колоритный. Напоминаю, все необходимые ссылки оставляю для вас в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Всем пока!